Всякий, кто служил в российской армии, знает нехитрую казарменную поговорку «не украли, а потерял». В широком смысле она означает следующее. Что бы с тобой ни случилось, будь то несчастный случай или совершенное против тебя преступление, в этом виноват ты и только ты. А любая твоя болезнь автоматически становится тяжким преступлением против службы. Сейчас, на 3-м году Большой войны, казарменная мораль вышла далеко за пределы воинских частей. Мобилизованные гражданские, дескать, сами виноваты в том, что они гражданские, что их мобилизовали, ничему не научили и убили на передовой. Жители Белгородской области тоже виноваты, неправильно реагируют на артобстрелы. А жители Оренбургской области виноваты в том, что оказались в зоне затопления. Мы часто и порой справедливо пеняем на иностранных спикеров, которые руководствуются идеей, что россиянин априори виновен. Но нигде в мире эта максима не проявлена так же сильно, как в самой России при позднем Путине. А наводнение в Орске и других российских городах – лишь один из ярких тому примеров. На днях телеканал «Россия-24» ошарашил жителей Орска, лишившихся как домов, так и всего имущества. Люди, мол, сами создали кризисную ситуацию, сказали по телевидению. Пренебрегли некими предупреждениями, а теперь вот имеют наглость просить о помощи. Подступает, первые этажи многоквартирных домов затоплены. Выйти из подъездов самостоятельно уже невозможно. Люди, которые пренебрегли предупреждениями, теперь просят о помощи. В такой манере пропаганда решила рассказать остальной стране про сограждан, оказавшихся без средств к существованию, с детьми и животными на руках. Есть еще одно обстоятельство, которое мы часто упускаем из виду, но для многих оно основа персональной катастрофы. Вся Россия тотально закредитована. Люди из-за кредитов даже не могут позволить себе уйти на больничный. А тот россиянин, чей дом со всем нажитым имуществом был разрушен паводком, лесным пожаром или снарядом украинской артиллерии, такой человек не начнет новую жизнь с нуля. Он начнет ее с отрицательной суммы, и до нуля ему еще предстоит добраться. Об этом стоило бы поговорить на Госканале. Но задним числом была выдумана история про нерадивых граждан, которых власти, оказывается, давным-давно предупреждали о паводке. А те, мол, не предприняли никаких действий, чтобы свое имущество вывести и заблаговременно покинуть зону бедствия. И теперь государство вынуждено возиться, проводить всякие спасательные операции, а это ой как непросто. Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет, вы сами видите, мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. Это один человек. Эта ситуация может продлиться неделю. Вот они сидят, эти люди, вот сейчас в окнах, что они будут есть? Есть. Им придется возить каждому еду. В общем, сами виноваты. Вас заранее оповести. Очень удобная картинка событий. Да вот только сами пострадавшие почему-то запомнили события иначе. Их никто ни о чем не оповещал. Зато те граждане, кто жил вблизи недавно отстроенной дамбы, обращались по поводу протечек сами. И были властью посланы, причем в очень характерной для нынешнего времени форме. Вот послушайте. Нас никто не хотел ни эвакуировать, никто не предупреждал. У меня есть даже видео, как за 20 минут затопился мой дом. Мы предупреждали об этом, то, что есть в дамбе у нас прорывы, что промывает, оттуда идет вода. Нам сказали, что это фейк, не надо распространять и делать из этого историю какую-то, потому что за это вы можете привлекаться к уголовной ответственности. Недавно жителей Белгорода, которые с прошлого года живут под постоянными обстрелами, шокировала реплика Владимира Соловьева на федеральном телеканале «Россия-1». Мы работали сначала на одном направлении, оттуда вышли. И я думаю, надо заехать в Белгород, потому что пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот это вся мерзкая истерика, которую тут же, кстати, подхватывают укронацистские СМИ. Гнев белгородцев был таким, что пропаганда даже попыталась как-то оправдаться. Не напрямую, конечно, а через лояльные телеграм-каналы. Дескать, неправильно поняли и вырвали из контекста. Оправдания получились вялые и неубедительные. Потому что сложно подобные фразы вырвать из контекста. Поэтому всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили, заткнитесь, твари.
Соловьев в тот раз вовсе не сделал случайную оговорку и не был понят как-то предвзят. Более того, он не сказал ничего нового. Подобные речи в его духе и в духе его команды. И все, что мы озвучиваем, все, что мы говорим, это всегда про нас. Это про тыл, который еще не понимает во многом, что происходит. Говорили тогда, отец Андрей Ткачев, по-моему, сказал, пока на их дурные головы там ракеты не прилетят, даже те, кто живут в Белгородской области, не понимают серьезности, ответственности и важности всего происходящего. Это был фрагмент из передачи «Время Голованова» на телеканале «Соловьев Лайв». Ее ведет Роман Голованов, чье основное место работы – федеральный православный телеканал «Спас». Он не случайно цитирует протоиерея Андрея Ткачева. Еще мы о нем в конце ролика поговорим. Пока обратим внимание на другое. Большую часть 22 года весь путинский официоз вместе с репрессивной машиной чертили толстую красную линию. Специальную операцию ни в коем случае нельзя было называть войной. За одно лишь это слово из 5 букв многие граждане России пошли под суд. И вдруг, внезапно и без предупреждения, в конце 22 года пропаганда как заорала вдруг на россиян. Вы, говорят, не понимаете, вы что, еще не поняли, что идет война? Это, вы, значит, полагаете, что это какая-то спецоперация? Ау, проснитесь, когда же вы, кричали телеведущие, должники Родины, наконец осознаете, что это война. О чем вообще идет речь? Идет религиозная война. А мы это осознали? Мы это вообще осознали или нет? Мы внутри себя перестроились, мы ощущаем эту ответственность. У нас поколение, которых мы потеряли. Напоминает ситуацию с Орском. Вы наверняка помните, 1 января 24 года произошел один из самых массированных обстрелов Белгорода. Настроение у всех нас, мягко говоря, было не новогодним. Ровно за год до этого, 1 января 23 года, главным событием в новостной ленте тоже был не Новый год. В тот день произошла одна из самых массовых единовременных смертей российских мобилизованных. ВСУ ударили по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, большинство из которых были призваны по мобилизации из Самарской области. По данным Минобороны России, погибли 89 человек. Однако журналисты смогли поименно установить личность более чем 140 убитых. Ранения же могли получить еще сотни. Этих людей оторвали от дома и семьи, отправили на фронт, где поместили под одну крышу со складом боеприпасов в зоне действия украинской артиллерии. И по традиции виновными в трагедии были назначены сами погибшие и раненые. Они, мол, звонили с сотовых телефонов родственникам и сами навели на себя вражеский химарс. Как это часто бывает, удобная версия была сначала вброшена как предположение, а потом за счет многократного повторения в пропагандистских медиа стала как бы правдой, общеизвестным фактом. Пока Минобороны клепает бравурные агитационные ролики, печатает красочные плакаты, пока верховный главнокомандующий Путин рассказывает, что участники войны представляют собой некую новую элиту, в это время пропагандистов вроде Соловьева прорывает на откровенность. Они ясно дают понять, человек, оказавшийся во власти путинской системы, всегда будет перед ней виноват. Что живой, что мертвый, что раненый. Самым крайним всегда окажется россиянин. Вообще, что у нас происходит? Что у нас происходит? Так же, как я с большим интересом наблюдаю, в Казани дикий ор мобилизованных, которые орут там на генерала, что-то пытаются унизить, что-то вопли, крик. Алло, молодежь, и не только, вы в армии? Вы не способны решить ваши вопросы, как это требует устав? Вы что считаете, что это вам зорница, это пионерлагерь? Сейчас будет еще одна вставка с Соловьевым. Мы ее как-то уже показывали, но в сокращенном варианте. В этот раз обратите внимание на одну из реплик в конце. На то, как ведущий государственного телеканала говорит о семьях мобилизованных. Солдатские жены и матери в речах пропагандиста виноваты еще больше, чем сами солдаты. Мужчины, которых бессрочно угнали на фронт, согласно Соловьеву, трусы и бузатеры. А вот их родственники – самые настоящие предатели. Вот послушайте. И ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине? Но мы же эти вопросы никогда не задавали.
ну, скажем так, 30 лет современной России, эти же вопросы нельзя было задавать. И когда мы посмотрим, кто 500-й, кто начинает звонить там BBC, еще куда-нибудь, чьи родственники начинают работать на укрпропаганду, кто начинает хранить в бешеном количестве и писать такое, что эту чушь читать невозможно. Вначале мы упомянули протоиерея Андрея Ткачева. Дело в том, что он не только священнослужитель со своим личным мнением, но и телеведущий. Человек, встроенный в структуру путинской пропаганды. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом, ух. Когда произошел теракт в Крокус-Сити-Холл, Ткачев возложил часть вины на самих жертв. Посты своего телеграм-канала он впоследствии удалил, получив вал критики не только от простых россиян, но и даже от его коллег из РПЦ. Но тем и характерна публикация Ткачева. Такой была первая и самая естественная реакция человека из системы. Вот что он написал в адрес погибших и пострадавших в Крокусе, я цитирую. «Какие концерты пишет в пятницу первой седмицы Великого Поста? Какие торговые центры? Кто-то до сих пор не понял, что нам объявили войну. Танцульки, распродажи, хохотульки. Жрем все подряд и песни глупые слушаем. А пост-то начался. И враг-то не спит, но он зол и мотивирован. И когда дурак поймет, что он внутри Библии живет? Разве что, когда в него в упор выстрелят. Но поздно, может быть. Вся Россия на войне, а кто считает, что его лично это не касается, тому сволочи напомнит». У сильного всегда бессильный виноват. Путин и его ближайшее окружение понимают силу именно как возможность творить беспредел и никогда ни за что не отвечать. А чтобы быть сильной, путинская система окружила себя в 3 ряда силовиками и пропагандистами, задача которых объяснить гражданам: власть вам ничего не должна и ничем не обязана. 60% зрителей моего канала живут в России, в стране, которой управляют все вот эти мудаки, о которых мы поговорили сегодня и о которых часто говорим в моих роликах. Я, как российский политик, к сожалению, не могу сейчас сделать так, чтобы это безумие прекратилось. Чтобы мудаков этих всех выкинуть из телеэфиров и кабинетов и посадить туда нормальных людей, как минимум с базовой эмпатией к людям, а как максимум еще и профессиональных, хорошо выполняющих свою работу. Эти уроды захватили в стране власть. Их никто не выбирал, и теперь они занимаются только своими безумными амбициями, как личными, так и геополитическими. У людей, которые по недоразумению находятся в этих высоких кабинетах и в телестудиях, есть много власти, много ментов их охраняющих и много денег, чтобы всех вокруг купить. Но за ними нет правды. И они сами, и все остальные, кто вокруг них, понимают, что находятся они там именно по недоразумению, и что то, что они творят, это поведение оккупационных сил, а не поддерживаемые людьми власть. Если воспринимать их как оккупационные силы, то все встает вполне на свои места. Оккупационные силы не должны ничего населению территории, которыми управляют. Они не должны чинить плотины, спасать из наводнения, охранять торговые центры от террористов. Они могут угонять мужчин на фронт просто по факту того, что они попались им на улице или обманулись и пришли в военкомат уточнить данные. Оккупационная власть облагается 10 кольцами охраны от граждан, потому что понимает, что граждане ей не друзья. Оккупационная власть не допускает никакой оппозиции, потому что понимает, оппозиция немедленно получит поддержку и победит на любых выборах. Жизнь под оккупационной властью штука непростая. Нужно помогать друг другу. Нужно сохранять нормальность, не принимать их безумные правила игры, не вестись на их плакаты на улицах, на которых написано «Сходи на войну», не слушать их пропагандистов. И помогать другим, кто случайно послушал, детоксицироваться. Оккупационной власти нет никакой веры. Задача человека, живущего под ней, дожить до момента, когда от нее можно будет избавиться и помочь другим честным согражданам дожить до этого момента. А когда он придет, сделать все, чтобы такой власти больше никогда над нами не было. До завтра.